Здравствуйте, меня зовут Сергей Медведский, и мы на канале Текстиль Эксперт. Сегодня мы поговорим о том, что такое текстиль вообще и что это такое за текстильные материалы. Текстиль – это огромный мир. Текстильные изделия окружают нас с утра до вечера. Когда мы проснулись и надели мягкие тапочки, сняли пижаму или пошли умываться, вытерлись полотенцем. Количество текстильных изделий, количество текстильных материалов столь огромно, что только перечисление их заняло бы, наверное, час. Поэтому сегодня мы пройдемся по основным моментам, что такое текстиль. Итак, текстильные материалы – это материалы, начиная от простой заколки для волос текстильной, заканчивая высокотехнологичным платьем, которое меняет цвет в зависимости от вашего настроения, или искусственными кровеносными сосудами, это тоже текстильный материал. Текстильный материал – это огромный ассортимент тканей. Это все виды одежды, которые вы знаете, начиная от нижнего белья и заканчивая специальной защитной одеждой. Это палатки, лодки, это веревки, шнуры и многое-многое другое. Что же общего? Что объединяет все эти вещи? Почему все это мы называем текстилем? Дело в том, что все текстильные материалы сделаны либо из пряжи, либо из химических нитей. Из пряжи и химических нитей делают ткани, трикотаж, одежду и так далее. Но откуда же взялись пряжа и химические нити? Ведь, как вы понимаете, на деревьях они не растут. То есть они из чего-то тоже сделаны. Действительно, общего в них то, что пряжа сделана из волокна. Волокна могут быть самые разнообразные, натуральные или химические. Натуральный человек берет у природы, вот у меня в руках волокна хлопка, а химический человек получает химическим путем. Но об этом мы поговорим более подробно в следующих передачах. Итак, что же такое волокно? Волокном мы называем гибкое и протяженное тело определенной длины, малого поперечного сечения, обладающее определенной прочностью. Здесь на слайде мы видим какие-то химические волокна, например, это волокно полиэфира. Но главное, что мы должны запомнить, что у волокна есть определенная длина. То есть оно конечно. Длина этого волокна зависит от его природы. Оно может быть очень коротенькое, если это волокно хлопка, или очень длинное, если это волокно шерсти. Например, длина хлопкового волокна порядка 30-35 мм, длина волокна шерсти может быть 100 и более миллиметров. Химические нити – это тоже текстильный материал, и из них тоже делают ткани и трикотаж. Но отличие химической нити от пряжи заключается в том, что химическая нить состоит из волокон бесконечной длины. То есть длина химической нити такая, которая позволяет намотать на эту паковку. Вот вся эта паковка – это одна химическая нить. Она может быть 100 километров или 200 километров. То есть сколько мы можем намотать, такая длина. Запомнили. Это очень важно. Длина химических нитей бесконечна. Что же мы имеем? Первичным является волокно, натуральное или химическое. Из волокна мы делаем либо пряжу, либо химические нити. И только из них мы делаем текстильные материалы, такие как ткань, трикотаж, или какие-то швейные нитки, канаты, веревки и шнуры. 3 стадии процесса переработки. Ну а затем из ткани, из трикотажа уже можно делать одежду и другие текстильные материалы. Очень часто в интернете встречается такое выражение. Трикотаж – это такая ткань, или ткань – это такой трикотаж. Это неправильно, это ужасно. И сегодня мы должны с вами разобраться, в чем же отличие ткани от трикотажа. Итак, ткань ткут на ткацком станке. Ткань – это текстильное изделие, полученное при переплетении двух систем нитей. Нити, идущие вдоль ткани, и нити, идущие поперек ткани.
Эти две системы нити могут переплетаться в самых разнообразных комбинациях. Каждый вид переплетения имеет свое название, и в зависимости от этого ткань и в дальнейшем изделие тоже имеют свои специфические свойства. Но важным и определяющим является то, что есть нити, расположенные вдоль ткани, они называются нитями основы. И есть нити, расположенные поперек ткани, они называются нитями утка. Вот их переплетение и позволяет создать ткань. Ткань – это изделие, полученное при переплетении двух взаимно перпендикулярных систем нитей на ткацком станке. Что же такое трикотаж? Если ткань ткут, то трикотаж вяжут на вязальных машинах. Многообразие этих машин тоже достаточно большое. Но трикотаж состоит из петель. Главным структурным элементом трикотажа является петля. Из этих петель вывязывается петельный ряд, затем следующий петельный ряд и так далее. Главный структурный элемент трикотажа – петля. Трикотажных переплетений тоже может быть великое множество, и от их вида зависит тоже свойства и внешний вид изделий. У каждого из вас была мама или бабушка, или есть, которая когда-то вам связала шарфик, шапочку, перчаточки, и увидели, как из одного клубка с нитями были связаны различные виды изделий. Как же отличить внешне ткань от трикотажа? Дело в том, что ткань, она не растягивается так, как трикотаж, потому что при переплетении нити основы и утка создаются очень такие плотные участки, не позволяющие растягиваться. Но если присмотреться, видно переплетение основных и уточных нитей. Трикотажная петля же, она более гибкая и эластичная, поэтому обратите внимание, трикотаж легко растягивается в продольном и поперечном направлении. Конечно, бывают и исключения. Бывает очень плотный трикотаж, который так не растягивается. И бывает ткань, например, с высокорастяжимой нитью, которая также будет растягиваться, например, с добавлением эластана. Ну, в этих случаях вам поможет обыкновенная лупа. При приближении вы увидите, в чем. Ну, можно рассмотреть петельки в структуре трикотажа или основные уточные перекрытия в структуре ткани. Попробуйте, и у вас все получится. Что можно сделать из ткани? Это огромный ассортимент изделий. Ткани бывают одежного и технического назначения, и многого другого. Это целый ассортимент изделий, перечислять его долго. Посмотрите на картинки. Это и обувные ткани, и ткани для медицинских перевязочных средств, и домашний так называемый хоу-текстиль, ткани для галантереи и многое-многое-многое другое, сделанное на основе ткани. Даже пожарный шланг – это тоже ткань. А есть еще огромный ассортимент изделий, например, из стеклоткани. Даже электронные платы печатаются на стеклоткани. И все вот эти предметы, которые вы видите, тоже сделаны на основе ткани. Трикотаж все-таки больше текстильный материал, который используется для одежды. В технических целях он используется не так часто. Это изделия и верхнего трикотажа, это чулочно-носочные изделия, это спортивный трикотаж, детский трикотаж, трикотаж для нижнего белья. А можно ли сделать текстильный материал сразу из волокна? Можно. Минуя производство пряжи и химических нитей, сразу из волокна можно сделать нетканные материалы. Их ассортимент тоже огромен, и вы тоже с ними сталкиваетесь достаточно часто. Я привел только несколько примеров, таких как спанбонд, синтепон, различные гигиенические материалы, памперсы, салфетки и даже известные вам пакетики для чая. Это тоже нетканный текстильный материал. Представляете, какой огромный ассортимент текстиля вокруг нас, с которым мы сталкиваемся каждый день, не задумываясь об этом. На этом все. Пишите в комментариях, о чем еще интересно было вам послушать. Всего хорошего. Всем привет.